статуэтка называется «Гадалка». Создана на государственном фарфоровом заводе в Петрограде и выставляется сейчас на аукционе в Германии. Приветствуем всех! Сегодня мы посмотрим несколько предметов из фарфора, созданных в СССР и сейчас выставленных на аукционе в Германии. Подписывайтесь на наш канал, поддержите наш труд. Статуэтка-гадалка, 1922 год, Петроград, скульптор Наталья Яковлевна Данько. Наталья Данько – практически основоположник советской фарфоровой пластики. У нас есть несколько видео, в которых есть ее работы. Например, легендарные шахматы, красные и белые, и другие фигурки, которые тоже продавались на аукционе в Германии. Ссылочки на эти видео вы найдете в описании. А эта фигурка высотой 19,8 см, тончайшая многоцветная роспись по глазури. Фигурка представляет собой цыганку, предсказывающую будущее модно одетой даме. Этот сюжет несет в себе тонкую иронию и отражает повседневную сцену, которую можно было наблюдать на улицах во времена НЭПа, новой экономической политики, с 1921 по 1928 годы. По данным аукционного дома, подглазурная зеленая заводская марка «Серп и молот», дата 1922 и номер N288/2. Начальная цена лота 12 тысяч евро. Аукцион состоится в середине ноября. Как думаете, за сколько будет продана эта статуэтка? Пишите в комментариях. А нам вспоминается история, которую рассказал известный московский коллекционер Александр Добровинский. В 1995 году я сидел на аукционе Альфа-Арт. Со мной был коллекционер, петербуржец Соломон Абрамович Шустер. Он меня немного учил уму-разуму. Продавалась статуэтка работы Данько. Это столб советской фарфористики. Соломон Абрамович сказал: «Сашенька, возьмите». В этот момент статуэтка подскочила до $3000. А есть такое существо, которое живет у каждого коллекционера. Называется жаба. Она выползла и начала меня душить. Я за 200 покупаю коллекции. Какие 3000? И не купил. Прошло 10 лет. Вижу статуэтку снова. Участвую в аукционе. 1,5 минуты. Ставка 150 тысяч. Тут же 200 тысяч. 250 тысяч. Я вышел. На 400 тысяч вернулся обратно. На 425 тысяч вышел. 450 тысяч. Продано. Не мне. Приблизительно такой разбег цен теперь встречается в советском фарфоре. Очень поучительная история, как инвестировать деньги в фарфор. Кстати, на эту тему у нас есть видео. Ссылочку найдете в описании. И посмотрим несколько лотов советского и русского фарфора, проданного на аукционе в Германии. ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод, Ломоносов, 6 трио, 6 чашек, высота 6 см, 6 блюдец, диаметр 11,5 см и 6 тарелок для торта, диаметр 15,5 см. Одна чашка с микротрещиной. Преимущественно подглазурная синяя роспись, золотой декор. Лот продан за 160 евро плюс комиссия аукционного дома около 30%. Лот 4 чашки конической формы, расписанные орнаментальными узорами. Высота чашки 7,5 см, диаметр блюдца 12 см. Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Первая чайная пара, рисунок «Нежные пейзажи» народного художника РСФСР Алексея Воробьевского. Форма называется майская, Эдуарда Кримера.
Объем чашки 165 мл. Костяной фарфор, надглазурная роспись. Такая пара выпускается с 1977 года. Вторая пара – рисунок «Древнерусское зодчество», тоже народного художника РСФСР Алексея Воробьевского, и форма майская Эдуарда Кримера, объем чашки 165 мл, тонкостенный костяной фарфор, ручная роспись. У нас есть видео о гениальном художнике ЛФЗ Алексее Воробьевском. Ссылку найдете в описании. С удовольствием приглашаем посмотреть. Очень интересно. А кто знает художника и название рисунка 3-4 чайных пар, подскажите нам в комментариях. Лот продан за 390 евро плюс около 30% комиссия аукционного дома. Лот чайный сервиз ЛФЗ Ломоносов, любимая многими европейцами кобальтовая сетка. В лот входит 22 предмета. Чайник высота 12,5 см, молочник, сахарница, 6 трио и одна большая тарелка диаметром 22 см. Рассказ об истории создания легендарной кобальтовой сетки найдете по ссылочке в описании. Следующие три очень интересных лота. Тарелка, название «Игра» по эскизу Добровольского, 1936 год, цветной декор с обнаженной парой. Ломоносов, диаметр 27 см. Тарелка продана за 220 евро, плюс комиссия аукционного дома. Тарелка диаметром 26 см. По эскизу Александра Самохвалова 1923 года. Цветной декор швея в своей мастерской. По тарелке геометрическая рамка. Аукционный дом предполагает, что тарелка была создана в 1968 году. Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Продана на аукционе за 300 евро плюс комиссия аукционного дома. Тарелка с серпом и молотом диаметром 24 см. Многоцветная роспись, золото, очень интересное двойное клеймо. Подглазурное синее клеймо с монограммой Н2 кириллицей под короной. Период Николая II, 1902 год. И второе клеймо серп и молот, 1921 год. И надпись по рисунку Р. Вильде. Цена молотка 80 евро плюс комиссия аукционного дома. И прекрасный бонус для тех, кто досмотрел до конца. Тарелка диаметром 25,5 см в стиле Бидермайер с кобальтовым крытьем. Клеймо синяя марка Николая I, 1825-1855 годы. Многоцветная роспись и декор золотом. 4 картуша, обрамленные ракайлями. Внутри изображение птиц и цветов. На тарелке один скол. Цена молотка 360 евро плюс комиссия аукционного дома. Как вам впечатление о советском и русском фарфоре на аукционе в Германии? Как вам цены? Пишите в комментариях. И встречаемся на барахолке в Варшаве. Чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. Пока!